«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. Сегодня долгожданная встреча. Я мечтал этого человека, эту очаровательную, неповторимую женщину и певицу пригласить уже, наверное, в течение года. Ну вот сегодня встреча больше даже, да. Это Екатерина Семенова. Добрый день, Екатерина. Добрый день. Здрасте, доехала. Екатерина, вот у меня такой первый вопрос, нетрадиционный. Ничего мы не будем говорить сегодня, никаких там, знаете, неприятностей, потому что жизнь прекрасно, удивительно. Я хочу сказать всем, что Екатерина — это очень сильная женщина и счастливая женщина, потому что она, когда выходит на сцену и когда поет, я вот живьем, к сожалению, не слышал, но то, что мы чувствуем всегда, даже когда ее песни звучат по радио, это искренность и душевность. Вот. Я, знаете, о чем единственное хотел вначале спросить, прежде чем вы объявите первую песню? Вот эта песня «Любовь прекрасна и грустна», да? Да. А она на самом деле вот как-то мне так запала в душу еще из времен СССР, да, и так она на протяжении, так сопровождает. Многие ваши песни, они такие вот знаковые, у людей напоминают воспоминания. Вы помните, как вы записывали эту песню, и как вот, как сказать, как вы ее переживали, как вы записывали? Это было давно, понятно, но просто интересно, она как-то отложилась в вашей памяти? Ну, это действительно было очень давно, лет 40 назад. Да. Записывала я ее, ну, я так думаю, что на студии «Мелодия» на улице Станкевича. Был Борис Михайлович Емельянов, который написал эту чудесную песню. Песня на стихи, кстати, «Юный морец». Я еще, извините за грубое слово, сопля сопливая была. Я пела, Да. я ничего себе не переживала. Я всегда, в принципе, пою как умею. Знаете, учитывая то, что мы с вами являемся носителями русского языка, и когда ты берешь песню, там есть как бы ноты и слова, вот любой, мне кажется, я не знаю, может, я заблуждаюсь, но Заблуждаетесь, не любой так споет. каждый человек, вот он читает текст, да, он же его слушает. Вот я пою, то есть он его чувствует, когда читает. Я пою, я знаю, о чем я пою, и я никогда не ковыряюсь там в глубоких каких-то двойных, тройных Все смыслах. на поверхности, да? Да, вот есть слова, вот я их пою. Все. А вообще вот сейчас знаете же, как многие артисты записывают там по 10 раз вот одно слово, дубли. Вы как обычно учили текст сначала или... Нет, я текст никогда не учила, даже когда я работала с другими авторами, мне приносили как бы уже в студию тексты, и я ставила. Я очень быстро запоминаю музыку, мне ее показывали. Или под минус уже готовы, или там под пианино, если было там в студии рояль на Станкевиче стоял, все. Я очень-очень в этом смысле быстрая девушка. Ну, во-первых, у меня, опять же, извините за нескромность, очень большая школа. Все-таки я Очень начинала большая, да. записывать, когда не было возможности по слову писать, по букве, Да. по как еще там, по строчке. Тогда была пленочка. Вот две дорожки. На одной дорожке уже записанное музыкальное сопровождение, так называемое, а на второй дорожке должен быть записан голос. И если вдруг там ты слово забыл, что-то слетел, споткнулся, это снова здорово. То есть у нас не было так, что давайте... Вот сейчас уже так это привычно звучит, давайте вот с этого места. Нет. И поэтому как-то я очень многое люблю, то, что было со мной в молодости, в юности, короче, в советское время. Особенно в работе я это люблю. Я люблю, чтобы песня звучала вот сразу. На одном дыхании, да? Вот сразу. Вот так я ее спела, так я ее поняла. Конечно, если я потом слушаю, вот это мне не нравится, вот это, но я не перепеваю. Я пою один дубль. Всегда.
Но так как мой Сашка Чекушкин, с которым мы работаем 1000 лет, мой звучок, мой аранжировщик, мой дружище огромный, он все время говорит: Леонидовна, ну слушай, ну ты столько ехала, ну спой для меня еще. Я говорю: хочешь я что-нибудь другое спою? Ага. Нет, ну а вдруг там какое-нибудь слово, а вдруг там что-то, чтобы у меня было хотя бы Все ясно. из чего взять. В общем, да. вы пришли, увидели, победили. Все. Ну я не говорю, что я победила, я так Не победили. работаю. Да, да. Мы такая с ним нарулили вот за последние годы, ну, не за 2-3, но за много лет довольно. Это процесс где-то, сейчас я точно вспомню, внуку моему Моте будет сейчас 14 лет. Значит, первую вот такую песню с Чекушкиным, где он делал полностью аранжировку, я пела, мы записывали, когда Моти рождался в роддоме, в этот день. Да. Знаковая, да, такая? Да, 27 июля мы записывали, соответственно, какого там года, 9-го, а 28-го, то есть с 27 на 28 в ночь он родился. Поэтому я песню где-то там за листопадами вот именно как бы ощущаю, так что... И вот, значит, 14 лет, считай, да? И вот мы с ним... Я просто раньше работала много лет с разными аранжировщиками в начале. Потом я нашла где-то в середине 90-х, ну, может, ближе к концу, Сережу Арбаджи. Замечательный аранжировщик. С ним сделано много альбомов. А потом как-то вот еще и Сашка сам попросился, говорит: да я попробую вот эту песню сделать как аранжировщик. Потому что он, в принципе, такой закаленный, настоящий рок-музыкант. Он любит, значит, поволноваться, поистерить на гитаре. Все это я тоже это очень люблю. Но просто это не У него свое видение просто есть. Да, не ко всем песням подходит. Да. Екатерина, какую песню мы послушаем? Ну, вы знаете, так как я решила сегодня, не спрашивая у вас, пропиарить свой новый альбом, он называется «В серединке счастья». Поэтому первая песня будет у нас «В самой серединке счастья». Чудесно, чудесно. Как раз и погода такая, и вы такая сегодня. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Есть такое выражение: золотая середина, победа или поражение, все сразу или половина. Между днем и ночью есть утро и вечер. И если сердце в клочья, бежать ветру навстречу. Надо очень-очень стараться, преодолевая ненастья, чтобы хоть на миг оказаться в самой серединке счастья. Надо очень-очень стараться, преодолевая ненастья, чтобы хоть на миг оказаться в самой серединке счастья. Есть любовь и безразличие, тут попробуй разобраться. И нарушая все приличия, поплакать или посмеяться. И решить однажды простую задачу. На самом деле важно жить не на удачу, а надо очень-очень стараться, преодолевая ненастья, чтобы хоть на миг оказаться в самой серединке счастья. Надо очень-очень стараться, преодолевая ненастья, чтобы хоть на миг оказаться в самой серединке счастья.
Надо очень-очень стараться, преодолевая ненастья, чтобы хоть на миг оказаться в самой серединке счастья. Надо очень-очень стараться, преодолевая ненастья, чтобы хоть на миг оказаться в самой серединке счастья. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, вот прям праздничный эфир. Катя Семенова, мне не поворачивается язык сказать Екатерина. Вот Екатерина извините. Леонидовна. Да, Екатерина Леонидовна, ну, как прикажете, все-таки Катя Семенова. Я помню Катю Семенову, и на самом деле вы в душе вот остаетесь такой же школьницей в каком-то смысле, в лучшем смысле этого слова, пройдя сквозь годы, да, пройдя всякие вот передряги были, там испытания, у кого в жизни этого не бывает, пусть тот, как говорится, радуется. Но у всех у нас свои трудности бывают. Но по факту, когда человек не собирался петь, вот, друзья, я сейчас быстро скажу о чем. Вот, Катя, хочу вспомнить, что вы работали, не будем все вспоминать, но работая в санэпидемстанции, да, в санэпидемстанции. Я вам сразу скажу, я работала, уборщицей, как бы это до трудовой книжки, Да. Потом я работала марочницей, потом я работала санитаркой, а потом я работала делопроизводителем, а потом я устроилась работать артисткой. Так нет, вот самое интересное, это что как, вот действительно волшебство, и это судьба. Вот судьба — это как бы то, чего избежать нельзя, и то, что предначертано, мне кажется. в моем Катя случае, Семенова да. написала письмо в «Комсомольскую правду». И вот что поразительно, что тогда была правда в жизни, и она сейчас остается. И она написала сама о себе, что я пою. Она не собиралась никогда петь, а потом, когда она стала уже там в неприятный Вить, эпизод... можно я быстренько Да. перебью? Я не просто в «Комсомольскую правду» написала, они конкурс всесоюзный Да, проводили. Я да, на да. конкурс написала. Конечно, всесоюзный конкурс. Да. И она просто написала, потому что уже пела, и пела она не от лучшей жизни запела, она просто болела, скажем так, да, и в больнице, будучи, начала петь, девчонкам окружающим всем стало нравиться тоже под все не гитару. так просто. Я всегда пела с сестрой. У меня сестра замечательно пела. Мгм. И я все время создавала ей второй голос и аккомпанировала на пианино. А вот когда я заболела, значит, пути излечения, кроме таблеточных и укольчатых, еще, значит, мы где-то прочитали, Посоветовали что вам, да, да? надо либо играть на флейте, либо надувать шары бесконечно, либо петь. Я стала петь, потому что это был самый дешевый способ лечения. Так вот, поразительно, что она взяла и написала, смелость такая появилась у человека. Просто, я не думаю, что прям были уверены, да, что победите, гран-при Да нет, получите конечно. фестиваля. А она написала письмо в «Комсомольскую правду» на этот конкурс, вот, спела 3 песни, буквально взяв магнитофон у соседей. Да, у соседей. Вот, и одна из песен была Антонова. Нет. Нет? Одна песня, он ее пел. Это была, оказывается, песня Тухманова «Как Тухманова, прекрасен этот мир». Как прекрасно. Вторая песня была Андрея Шпая «Последний дождь». И третья песня была Высоцкого «Беда». Вот Высоцкого мне интересно в вашем исполнении было услышать. Но тем не Вообще, менее. Нет, во-первых, я на тот момент, хотя это и был 80-й год, я крайне мало знала вообще про музыку, про, так сказать, авторов этих музык всех, которые я там по радио, по телевизору слышала. А Высоцкого, я извиняюсь, я вообще не знала, правда. У меня Удивительно, какое-то что в то другое время. направление было в Да. жизни, и его уже в этом году не стало, я все равно про него ничего не знала. Мне просто очень нравилась песня. Но сам факт, что в итоге отбор-то шел по всей стране. Да. Тогда же «Комсомольская правда» издавалась
миллионными тиражами. Да. Я уже даже не могу сказать, какими, но огромными. Сначала вы попали в 25 лучших, и что-то вы об этом забыли. Не я забыла. Ну, мне это все равно было, потому что я от безделья это сделала. Они потеряли мой адрес, да. Да. Ну и, в общем, вас нашли. Да. Вас нашли. И вы узнаете, что вы победили. Вот. Ну, меня сначала нашли, потом был финал, где мы записывали по 2 песни. Вот как раз на финале я записывала песню Антонова «Весна» и песню Александра Сергеевича Зацепина. По-моему, люди рисуют, насколько я помню. Ну, Зацепин это уже на самом деле тогда была уже величина такая. Конечно, серьезная. И Антонов был величина Антонов, серьезная. да. Ну, это не от того, что я такая была способная, талантливая, просто... Да как это нет? Если, послушайте, природная, вот это вот вас, то, что есть... Но все равно у нас просто, учитывая то, что это всесоюзный конкурс «Комсомольская правда» фирмы «Мелодия», он, кстати, назывался «Золотой камертон», если я еще не сказала, у нас на нем работали все авторы, все самые замечательные авторы. И мне достались Антонов и Зацепин. Вот так даже будем говорить. Да. Ничего себе. Но это же судьба, я говорю. Потому что и вот с тех пор, казалось бы, должно сразу все пойти в гору. Нет. Она опять, значит, все это победила, все это записала, и опять вернулась работать, значит, в ветеринарную какую-то... Да, я вернулась в ветеринарную лечебницу, свою любимую. Если честно, я бы стала ветеринарным врачом. Я знаю, как вы любите собак. У вас сейчас вот собаки... Я всех люблю, но животные, да? Я мечтала и до сих пор думаю, я бы была замечательным ветеринарным врачом, но есть один минус. Мне нужен всегда только положительный результат. И я вернулась в ветлечебницу. Я как бы не сильно собиралась дальше развивать эти все истории, но немножко стала время от времени подумывать о том, что вот странно, я получила гран-при, что-то я никому не нужна, да. Вот. И Екатерина Семенова, тогда еще Катя Семенова, совсем юная, ходила к фирме «Мелодия» и стояла там. Но не сразу, правда, не сразу. Сначала я как бы беззаботно работала в ветлечебнице, а потом вот я говорю, что-то стало у меня вырисовываться в голове. Хотя я на первой пресс-конференции, вот на этой победительной своей, меня спросили из зала: Катя, а вот ты, наверное, хочешь стать звездой? Я так разобиделась. Я говорю, да вы что такое себе говорите? Да, и как так можно? А Юрий Витальевич Филинов, который руководил конкурсом как раз от комсомолки, он говорит, так, минуточку, а если ты не хочешь стать звездой, то как бы зачем ты все это... участвовала в конкурсе, вот сейчас с нами тут сидишь. Но я что-то там отговорилась, и я, правда, мне как-то это прозвучало для меня на тот момент очень оскорбительно, как будто, Ну, потому что вы скромный человек сама по себе. Я не скромная вообще, нет, вы меня вот не про знаете. Вас, нет, про вас говорят почему-то все люди, что с вами просто общаться. Общаться со мной вы просто. Никогда не звездитесь, что вот я такая великая. В этом смысле нет. Но я довольно хамоватая девушка бываю иногда. Ну и правильно. А на хамство нужно отвечать хамство, да, это я уверен я абсолютно не терплю. Ладно, когда меня там кто-то обидит там в каких-то комментариях или что-то. Если в глаза, то, что проще, просто взять и послать. Но если дело касается каких-то других людей, моих любимых, родных, друзей, коллег, вот тут я уже, конечно... И поэтому я всегда стараюсь обходить стороной, потому что если я начинаю бушевать, это правда очень неприятно. Я себя сдержать не могу. Девушка с характером. И я понимаю, что это как бы крайне неприятно. Это не то, что неприятно, это справедливо. Там, где справедливо... Я всегда за справедливость, вот, поэтому вот те, кто за справедливость, их всегда любят. А мы, как бы сказать, не $100, чтобы нравиться всем. Тогда, чтобы сгладить все неприятности этого разговора, что я такая неприятная, я вам покажу песню, самую свою удивительную, сказочную, нежную за последний, можно сказать, год-полтора. Она называется «Плюшевый зеленый слон». В детстве мне приснился сказочный волшебный сон. Я с его героем не хотела расставаться. А недавно в доме появился
плюшевый зеленый слон. Сны ведь обязательно должны порой сбываться. Сны ведь обязательно должны порой сбываться. Песня лучшая еще не спета, раньше времени поклон. Я приду домой, и тишина на плечи ляжет. Выслушает все мои секреты плюшевый зеленый слон. И, конечно, никому их больше не расскажет. И, конечно, никому их больше не расскажет. Закружился, улетел за дальний склон. Но вернуться в детство почему-то захотелось. Если в вашем сердце поселился плюшевый зеленый слон, это значит, детство никуда от вас не делось. Это значит, детство никуда от вас не делось. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, Екатерина Леонидовна Семенова. Вот артистка, вышедшая, что называется, из народа. Провидение само вас вело по жизни. Вы старались, вы работали над собой. Нет, всякое вот было. Все Вот, не так. нет. Я вот проследил со стороны виднее. Знаете что? Вы работали над собой так, что, несмотря ни на какие ситуации, вы всегда продолжали работать, идти дальше, вперед, вперед и вперед. И вот сейчас мы слушаем песни, которые новые написаны. Это говорит о чем? О том, что, во-первых, я почему не мог вас долго пригласить? Вы гастролируете. Да, Слава богу, вы слава востребованы, вы даже на кинофестивалях выступаете. Ведь это последние годы, это, в принципе, основная моя работа, кинофестивали. И если можно, я скажу огромное спасибо всей команде, которая делает эти фестивали огромные, всем моим коллегам, потому что у нас там пионерский лагерь. И все это сделал, создал и как бы мучается с нами Сергей Владимирович Новожилов. Вот, удивительный человек, потому что он столько на себе вот этого всего прет, нас же еще терпеть надо, понимаете, мы же все разные. Все артисты. Он тоже непрост. Но... Если бы он был прост, он бы там не был. Да, вот. Но он, конечно, делает гигантское дело, потому что он фестивали затевает. Ну, про прошедшие я говорить уже не буду, они прошли, но вот я только на днях написала песню. Ну, я не называю это гимнами, хотя все меня зовут гимнописица. Но у нас будет фестиваль в конце мая в городе Кстово, Нижегородской области. Необычно очень. Огромный фестиваль. А вот только недавно мы вернулись тоже из Нижегородской области, из города Дзержинска. Шикарный прошел фестиваль, шикарный. Вот. Он просто не то чтобы по столицам, да по заграницам. У него вот как-то, я не знаю, душевная ли это тяга или что,
Но мы ездим вот. Мне кажется, это необычное решение и актуальное, потому что здесь уже все присытились. Вот в Москве, Петербурге, другие города крупные, сейчас не будем даже Ну да, называть. не, ну у нас есть какие-то постоянные фестивали, типа огромнейший, самый большой фестиваль в стране «Амурская осень». Мгм. Каждую осень в Благовещенске, в Хабаровске, там Мгм. в окрестностях. В этом году уже 21 год «Амурской осени». Есть большие фестивали, которые постоянные, а есть вот такие, которые в маленьких городах делаются, где никогда не было фестиваля. Это очень круто. Очень круто, на самом деле, Да. потому что это, как сказать, для населения этих мест такой праздник, такой приток Мгм. знаменитостей, Да людей. даже не в этом дело. Нет, а вообще У них события, есть да. возможность походить на кино, которое, возможно, они больше никогда нигде не Да, увидят. ну и артистов они увидят, которые, Артисты, да. ну, нет, я не думаю, что существуют какие-то города, даже маленькие, куда вообще не приезжают артисты с Нет, гастролями. бывают такие Не города. знаю. Не знаю, мы были в этом Кстово, кстати, вот когда были в Мгм. Дзержинске, у нас был туда выездной концерт. Нереальный дворец культуры, Но это же оснащение, еще с советских оборудование. времен все осталось. Витя, звук, свет Да, просто сумасшедший. В Москве да, я не не везде, помню да. такого, да, да. Меня тоже так бывает И поражает, поэтому когда я не думаю, что они простаивают эти была дома такая история, культуры. вот есть такой город там в Ростовской области, да, там такой вообще такой, ну, удаленный, скажем, да, районный центр. И меня тоже поразило там оснащение этого Дворца культуры. Какой? Может, я там была? Усть-Донецк называется город, Нет, Усть-Донецк, да. Вот есть такой нет. город, и там потрясающий звук. Даже вот в Ростове-на-Дону, казалось бы, да, много площадок хороших, но Ну, я бы бывала там, в Батайске, где-то да, еще да, ездила. да. Вот, ну вас любят по всей стране, и любовь народная ее не купишь, поэтому мне не говорите, что я ничего не делала, я так все легко пела. Нет, Ну, у я вас правда, богатый, Вить, вот, у меня понимаете, у просто вас огромный тембральный, опыт. у вас тембр Ну, прекрасный. тембр, слава богу. Но у меня Тембр просто прекрасный. большой опыт, первое. Второе, я реально люблю свою работу очень. Вот. Вот. И третье, ну, потому что я люблю свою Поэтому работу. судьба, да, судьба, Да. да. И если бы не многие ваши песни, ну, наша эстрада бы вот буквально обеднела бы, на самом деле. Потому что когда я еду где-нибудь в такси, там, слушаем разные радиостанции, звучит какая-нибудь ваша ностальгическая песня, да, там, типа «На минутку» там или Ну, еще что-то такое. Ну, вот что-то вот в сердце дергается такое. дергается, но дело в том, что у меня не так много было этих песен, которые вот как бы от чего дергается. А Я... сегодня вы начали еще писать стихи. Вот сейчас мы Ну, я не прослушаем. сегодня Подожди, нет, начала. я говорю, что вообще. Лет 12 уж Нет, я вообще пишу. говорю, что раньше-то не писали в Не юности, писала а потом вот вообще. как открылось, мне это интересно. Как это Случайно. пришло, да. Давайте послушаем еще одну Ну, песню. еще тогда давайте мы споем нам сейчас песню «Отопление», а второе название «Теплая песня». Видно, в чем-то придется меняться, уступая причинам веским. Мне всегда есть с кем посмеяться, а вот поплакать не с кем. Мне б закутаться в чью-нибудь душу, посидеть, помолчать немного, и, надеюсь, я выгоню стужу прочь с моего порога. Я, конечно, могу подождать, у меня океан терпения, но если некому будет обнять, то хотя бы не отключайте отопление. Ни при чем коммунальные службы, теплоту не деньгами мерить, ведь согреть может просто дружба, хочется в это верить.
Я, друзья мои, буду стараться, чтобы мы еще хором спели. Одиночество там не бояться, где не закрыты двери. Я, конечно, могу подождать, у меня океан терпения, но если некому будет обнять, то хотя бы не отключайте отопление. Подождать, у меня океан терпения, но если некому будет обнять, то я, конечно, могу подождать. У меня океан терпения, но если некому будет обнять, то хотя бы не отключайте отопление. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Екатерина Семенова сегодня в гостях Радио ВОС, и я хочу задать вопрос об открывшемся даре 12 лет назад, вы говорите, стали писать стихи. Ну, где-то так, да. Вот. Сначала, наверное, вы об этом, может быть, не сообщали Не, я сразу окружающим? сообщила. Сразу, да? Абсолютно. А какие вот стихи, что это были Да мне первые? нужна была смешная песня для приюта комедиантов. Мгм. А я там пела до этого уже много лет, и такие какие-то разнообразные веселые песни, потому что мне не давали там грустить, и они меня все время Мгм. таким держали, как я себя называла, веселый мазок. Мгм. Вот. Но что-то я приставала ко всем своим соавторам. Я говорю, ну напишите мне что-нибудь смешное. Ну напишите вот прямо смешное. Ну и что-то ни у кого ничего не получалось, потому что присутствие, допустим, в одной из строчек слова «попа» это не есть очень смешно. Конечно, это уже как-то... Вот. И даже если это другое немного слово. Ну и как-то так вот мы разговаривали с Катькой Ефимцевой по телефону. Была какая-то съемка, на которой меня не было. Она мне все время рассказывала, кто там что сказал, кто спел. И я неожиданно, не продумывая, я говорю, слушай, а блестка-то была какая-нибудь? И она говорит, да какая, ты же у нас одна блестка. Я говорю, ой, Катя, подожди, я тебе перезвоню. И я тут же написала песню. Во всей этой куче есть блестка одна, и это я. Песня называется «Блестка». И я тут же, конечно, ее как бы записала, сделали аранжировку. И тут же вот первая же возможность выпала, и я ее тут же спела. Мой тогдашний муж, а теперешний огромный мой друг Миша, он, когда я ее дома, значит, пела, ну, для аранжировщика записывала, а он говорит, ты что, серьезно собираешься это петь? Я говорю, да. Немножко необычно, да, для вас? А он говорит, ну, Катя, я как-то не знаю. И вот у меня поперло... Сначала я писала только вот, как я их называю, частушки-прибаутки, и я все время их пела в приюте. И Михаил Ефимович меня даже заставил Швыдкой выпустить диск с этими песнями. Я говорю, Михаил Ефимович, кому они нужны? Я специально под передачу пишу по теме. Они мне нафиг потом не нужны. И он как-то меня уговорил, я выпустила этот диск с его аннотацией, и я его назвала «Одноразовые песни». Интересно. Да, Не, ну дело потому в том, что на что один раз. то, что звучит с экрана, вот у нас до сих пор все равно
как ни крути, вот мы все говорим, что мы ушли в интернет, но Ну, первые не. лидирующие какие-то вот эти каналы, они все равно на плаву еще сегодня. Сегодня они в статусе и так далее. И поэтому то, что народ слышит, оно где-то откладывается. И Ну, потом... конечно, откладывается, но я все равно никогда не ориентируюсь на эфиры, на где эти эфиры, в Ну интернете да, или да, да. Они ничего не дают, Вы по знаете, мне большому кажется, то, что счету. прошло, оно уже и прошло. Надо Прошло ориентироваться на абсолютно. сегодняшний день. Вот я хотел вас спросить. Ваш рецепт хорошего настроения. Вот как, вот, допустим, если бывает же у всех, мы же не можем находиться постоянно в одном и том же настроении. Вот что-то хандра нападает у людей, да? Да, Кто-то придумал кризис у себя в голове, потом это зараза да. начинает Не, распространяться. кризис, кстати, это прикольно. Да, вот, Если ты придумал кризис, ты тут же должен придумать, как с ним бороться. ага. Поэтому нет, я вот, знаете, ну как трава. Вот я же трава растет себе и растет, а я живу себе и живу. Но у меня есть какие-то лозунги на мне написанные в виде татуировок, написанные не просто так, а когда что-то приходит, какое-то осознание, я набиваю себе татушку. Я знаю, что это очень как бы не приветствуется многими людьми, но это моя жизнь, мое, извините, тело. И вот у меня по поводу вашего вопроса, у меня есть татушечка на левой руке. Написано, что счастье — это я. Не потому что я для всех счастье, а потому что только я могу сделать, построить свой мир в своем счастье. Да, пока мы сами не захотим стать счастливыми, никто нас за уши не вытащит и не скажет. Абсолютно. То есть с каждой ситуацией человек должен справляться сам. В Покровских воротах. Да, Осчастливить насильно невозможно. да, точно, Да. точно. Вот. Я сейчас хочу похвалиться, что я уже рассказала немного про Чекушкина, дружищу своего. Хорошая фамилия, кстати, для Отличная. музыканта. А у нас еще есть барабанщик Мамочкин. У нас как на подбор фамилии. Сашка удивительный творческий человек, но он прикрывается тоже, как и я, часто такой вот бравадой, не бравадой. Когда на меня смотрят люди, они никогда не подумают, что я нежная, удивительная и возвышенная. Вот так же и он. И вот буквально несколько месяцев назад, это правда, он дал мне свое стихотворение, причем я вот тут нашел стишок, ну, что-то дерьмо какое-то, ну, посмотри, ну, вдруг там, я его написала 1000 лет назад, и я взяла этот стишок, как он выразился, я в этот же день написала песню, я в этот же день в нее влюбилась. Через 3 дня была уже аранжировка, потому что когда он делает... Это первый пока опыт в нашей жизни, но на свои стихи он аранжировку сделал моментально, и она лучшая на последнем диске. Постарался, да. Вот, но тут же я выехала, еще диск не вышел, я выехала на фестиваль, и тут же я стала на каждом углу петь эту песню. Так бывает, я в нее влюблена, в эту песню. Она у нас получилась со всех сторон. На стихи Чекушкина песня называется «Улетай». Расстаемся, не сердись, мой ангел, на меня, и, пожалуйста, прости за это. Теплый свет останется на 3-4 дня, растворится в дыме сигаретном. Не забудь с собою захватить последний взгляд и улыбку со слезой ненужной. Ты уходишь, я не стану звать тебя назад. Улетай спасать другую душу. Ты уходишь, я не стану звать тебя назад. Улетай спасай другую душу. Открыто, все так просто.
это наяву. Не хочу я долго расставаться. И оставь ключи от снов, в которых я живу, чтобы зря сюда не возвращаться. Улетел мой ангел, не показывая слез, обронив 2 перышка у двери. На прощание задал он всего 1 вопрос: как теперь я людям буду верить? На прощание задал он всего 1 вопрос: как теперь я людям буду верить? «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, вот обаятельная, очаровательная, с прекрасным внутренним миром, она сказала, что счастье — это я. Вот действительно, когда человек является счастливым, он счастье дарит окружающим. И мы можем убедиться на творчестве этой прекрасной певицы, что она этот лозунг несет сквозь всю свою жизнь. И сегодня на кинофестивалях вы являетесь, мне кажется, таким прекрасным украшением, потому что... Ну, Новожилов меня зовет талисман, наш талисман, а завистливые артисты в связи с этим называют меня наш Чебурашка. Завистливые. Но они же, понимаете как, они же, каждый считает, что я лучше, почему не я, талисман. Кто-то сказал, похвалил, уже сразу начинается зависть. Ну, я сейчас скажу просто, они всегда от меня ждут одной фразы на репетициях. У нас в основном команда молодая, прекрасная. У нас есть замечательные, ездят исполнители. Ну, помимо киношников, еще у нас есть такая агитбригада. Вот. И несколько лет назад, теперь, если я на репетиции этого не сказала кому-нибудь, то, значит, репетиция напрасно прошла, и неизвестно, как будет концерт. Они друг друга все снимали на телефоны на репетиции, наша молодежь. Потом вышла я репетировать, они все сели в первый ряд, и никто меня не снимал. Я порепетировала и сказала: суки завистливые. И теперь они ждут, когда Екатерина Леонидовна произнесет сакраментальную фразу на репетиции. Ничего, это литературная фраза. Абсолютно, абсолютно. И я же от любви все это делаю. Скажите, пожалуйста, сейчас вот время такое непростое, да, как все говорят. Ну вот, когда так говорят, я говорю, когда было простое? Вот интересно, Никогда. когда было простое? Никогда не было Нет. простое. Вот если бы там, допустим, вот в другое время, вот тогда бы да. А сейчас многие говорят, сейчас вот такое время, что прям нет. А вот мне кажется, настоящим артистом и настоящим героем, таким вот, как вы, ну, при любой погоде находится и применение, и находится вот такой вот и успех, и публика, аудитория своя, она есть. И Ведь вот 3 слова, 4-5 про это время. Оно действительно сложное, и мы действительно находимся в состоянии как бы доказать всего миру, что мы самые лучшие, самые честные, добрые и справедливые, что мы на светлой стороне. И, конечно, я не хожу целыми днями, не думаю о войне. Но я смотрю всегда все новости, я что могу, читаю, что-то выделяю, отделяю. Не в этом дело. И когда кто-нибудь говорит, как же можно, Катя, в такое время петь? Значит, рассказываю. Во время Великой Отечественной войны огромные бригады артистов ездили по фронтам и выступали. А в это время мои родители были зрителями на этих концертах. Кстати, ваши родители познакомились на Да. войне, да. В сентябре 1941 года. И мои родители били фашистов до 1945 года. Поэтому, так как я не в состоянии бить фашистов по возрасту и здоровью, у меня такое шаткое очень, вот,
И говорю совершенно серьезно. Я не хочу, чтобы люди закрывались в себе, потому что, знаете, совсем недавно ко мне в магазине женщина подошла, говорит: ой, я все вижу вас и все стесняюсь подойти, а вот мой муж, он все время говорил, давай, если ты видишь ее, пригласи к нам, значит, на пироги, пригласи, а я ему все время говорю, она мне так говорит, а я ему говорю: ну что ж, такая звезда к нам, что ли, на пироги пойдет? И я говорю: да и пойду, а что, я говорю, если вы вкусно печете. И она улыбалась. И вдруг она сказала: а 30 сентября моего мужа убили на войне. И она взрослая. Я настолько была ошарашена, я понимаю, что каждый день люди наши гибнут, но вот так вот я первый раз вот прямо столкнулась с этим, да. И я не знала, а что я ей скажу-то. И я просто ее крепко-крепко обняла и ушла. Все это рядом с нами, все это здесь. Но если мы можем хоть чуть-чуть как бы показать, что жизнь, она все равно. Вот она все равно. Человек хочет жить при любых обстоятельствах. Если мы можем помочь немножко, отвлечь человека, мы это делаем. Потому что, вы знаете, вот многих сейчас нагнетает это вот каждый день смотреть новости, понятно, что нужно, и смотрят, но нужно отвлекаться, потому что общество тогда заболеет вот такой вот какой-то, понимаете, чем больше в нас живет вот такой дух, да, чем больше мы... Сейчас происходит какая-то перезагрузка, мне кажется. Абсолютно. Я хочу сказать, прошло больше года с момента начала всего этого, да. Мне кажется, сейчас люди еще больше понимают, что происходит. И лучше стали люди сами по себе. Люди стали более человечными. И я призываю, я все в свою сторону одеяло тяну, я призываю, люди дорогие, не осуждайте артистов за то, что они пытаются вас развеселить. Это все от чистого сердца. Несмотря на то, что сегодня звучат только мои новые песни, сейчас прозвучит еще одна совсем новая песня с альбома «В серединке счастья». А песня называется прям так вот. Песня про раньше, потому что наше раньше было замечательное. Не знаю, как там будет дальше, но это песня про раньше. А раньше все были моложе, и вся жизнь на сказку похожа. А раньше все были добрее, решения были быстрее, могли без большого убытка почтой отправить открытку и завалиться на дискотеку, раздобыв на прокат мокасины и особый шик с велотрека, леопардовые лосины. А раньше в подъездах сидели, хиты под гитару пели, ненужными были сомнения. Праздником был день рождения, по речкам да на байдарках, и от ветра в палатках танцы под ливнями в роще. Ведь раньше все было проще, завалиться на дискотеку, раздобыв на прокат мокасины и особый шик с велотрека, леопардовые лосины. На счастье, следуя моде, 7 слоников на комоде. Но это совсем было раньше, зато от души и без фальши. О будущем раньше мечтали, но лишь одного мы не знали, что когда взрослыми станем, мечтать мы не перестанем. Завалиться на дискотеку, раздобыв на прокат мокасины и
особый шик с велотрека, леопардовые лосины, завалиться на дискотеку, раздобыв на прокат мокасины. И особый шик с велотрека, леопардовые лосины. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Я хочу сказать, что Екатерина Семенова сегодня действительно является представителем такой плеяды артистов, которые нам нужны, которые являются нашим таким стратегическим запасом. Потому что когда мы слушаем вот такие песни, когда мы слушаем таких людей, то наша жизнь, она идет ровно и хорошо. И есть уверенность в том, что это будет какая-то преемственность. Поэтому я очень благодарю вас за то, что вы делаете. На самом деле вы делаете большое дело. Вы вот с этими кинофестивалями и с молодежью. Вы и вот пришли сегодня на радио Всероссийское общество слепых. Я от имени всех радиослушателей, от имени всех хочу вас поблагодарить. Это пожелать вам здоровья и творческого долголетия. Спасибо. Не меняйтесь. Вот сейчас вы, несмотря на свое шаткое здоровье, являетесь лучшей версией себя здесь и сейчас. Поэтому Нет, спасибо это я огромное. кокетничаю. Да. То Но там всё равно. хрустнет, то там Да, тыркнет. поэтому не меняйтесь, будьте такой же и с юмором. Да меняться поздно, Витя. Да, да. Я, короче говоря, я понимаю, что мы долго сидим, я говорить могу бесконечно. Я вас хочу поблагодарить, что вы меня пригласили, что это... Извините, что я так долго собиралась. Мне было здесь с вами очень тепло, замечательно, и я всем, кто нас услышит, я хочу пожелать здоровья и еще раз сказать, мы с вами самые честные, лучшие, справедливые люди на земле. Я вас всех обнимаю душой. Спасибо, до свидания, до новых встреч. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.